У меня немножечко ебало красное, поэтому прошу прощения, что я в маске. Какой, значит, контекст? Я полуфанат JPEG Mafia. Мне пиздец нравится его последний альбом, ну, предыдущий альбом Scaring the House. Ну и в целом, после того, как я послушал этот альбом, после того, как я его вкусил, мне очень понравилось в целом все творчество JPEG Mafia. Вот. Роме оно не нравится. Ну, я не выкупаю просто. Значит, альбом. Вышло 2 сингла перед ним. Вот этот вот, он мне пиздец понравился. И вот этот, он мне не понравился. Я вообще не знаю, чего ожидать от этого альбома. Давай. If I was an NBA player, I'd be Dylan Brooks, but worse. I'm Debo, we are not equal, they are men. Make you face God. Who that running they trap? Why you ain't built like that? Y'all been trouble where I ain't built like that. I hate when niggas be stressed about what you be doing more than they worry about their own shit. I hate when these bitches be begging you for что за рок turn around and дабстеп? say eat the rich. They get mad when niggas do it for themselves cause their parents is still chipping in. Oh, you the underground know my go on. These niggas be scamming on GoFund. They say for my bitch, I said which one? My top 5 million $4. Мы будем каждый трек обсуждать или потом все? Ну давай каждый трек. Что я могу отметить, вот как человек, который не слушает JPEG Mafia, собственно, мне понравилось здесь, как он интересно начал просто с драмки, а потом вот это вот интересный проигрыш с электрогитарой, где он бум, вот это вот типа так как-то, ну, короче, интересно обыграл, и потом начинается такой типа, как бростеп, наверное, да, что-то такое. Ну, я не знаю, как это назвать. Как интро-трек для альбома, это звучит очень интересно. Короче, мне пока нравится. Ну вот ты сам говоришь, что типа там в другом стиле и тизер, и вот как бы, может, он стилек сменил, и мне теперь он понравится? Ну, надеюсь, что да. Да, в сравнении с предыдущими альбомами, насколько я понял, все будет более high production. То есть больше, ну, короче, качественнее все должно быть. Хуй знает. Второй трек Син Миеда уже лайкнут у меня, потому что он уже был. Послушаем его для полноты картины. You niggas is bitches, I don't wanna kick it. Peggy, I ain't for the fences, you never. I do it a vengeance. Makes this spit heads out, shot with class, give me the tension. Y'all do a lot for the mentions. I spaz in other dimensions. All of these draws, coconut butter, Pierre Carter. У меня ногу свело, блядь. Это качает. Это, безусловно, качающий трек. Но мне не нравится в нем то, что он какой-то вот использует драм-парти, она как бы походит на Jersey Club, но это как бы просто такой пум-пум-пум-пум-пум. Типа, как бы, да, это необычно, это прикольно, это, опять же, смесь с какими-то рок-гитарами, это опять какая-то электронщина прикольная, но мне, ну честно, ну, это не то, что я бы, например, слушал на ПКД. Ну, то есть, я люблю подобные жанры, но, типа, вот, это мне как-то не очень ставило. А ты что считаешь? Ну, мои комментарии... Вот это уже... Это разъеб. Более классический JPEG Mafia с стандартным вот этим его перегруженным звуком, с ебанутейшими сэмплами, с ебанутейшими синтами. И вот эта электрогитара, это просто... В целом все. Мне заходит. Третий трек I'll Be Right There. Hey, bitch, I'm back outside. They getting surprised when they hearing these beats like epiphany. Back and forth with this African booty scratcher. I left all of that talking with bitches beat. I was at the chateau with the blowers, and that's real. Barry Sanders, every run is a real. Colonel Sanders, keep the recipe sealed. These niggas connected like Bonnie for real. That nepotism will help you in the field.
Ну давай ты сначала, я хочу, что ты скажешь об этом треке. Окей. Я с точностью могу сказать, что чтобы все полностью вкусить, мне потребуется несколько раз точно этот альбом переслушать. Что могу сказать сейчас? Опять же, очень интересный сэмпл. Такая дефолтная акустическая драм-партия, она прям здесь идеально подходит как будто Да. к этому сэмплу. Да. Плюс вот эти вот такие SFX-овые синтезаторы, такие... Ну это такой Kanye West, Кендрик тайп. Точно не Кендрик. Не Кстати, Кендрик. Возможно, чуть-чуть Кендрик, да. Чуть что-то похоже на Дэмон. Да. Пока этот альбом кажется более разносторонним, чем Scaring the House, я бы сказал. Пока что мне вот так кажется. Потому что у нас есть один спокойный трек, потом один разъеб, один спокойный трек. Что дальше будет? Я уже вижу тут Дензел Карри, Флинн Стейплс, который, блядь, везде уже Да. светится. Базилиха, за кто это? Следующий трек It's Dark and Hell is Hot. Я ожидал, что сейчас бразильский фон включится, типа па-па-па-па-па-па-па. Не, я бы послушал бразильский фанк от JPEG Mafia. I just wanna make it home. Got all my Air Vision Pros. I feel like we'll do those. Put your down, touch your tap. Ela quica no pau, ela senta no pocotó, ufa, pocotó. Это реально бразильский фанк. И драмка какая-то странная. Ну, вокалы точно бразильско-фанковые. Ela senta no pocotó, Ебать. ufa, pocotó. Ela quica no pau, ela senta. Walking that bitch, ayy. Take a fucking that bitch, ayy. I'm lit, I'm not gonna switch, sheep it and my hips be keeping them. You missing my lies. Trust you got to the dime. The wrist. Ладно. Бразил! Че за джингл Бразил фанка, я не знаю, официальный. Это экспериментально, это необычная драмка. Это, в принципе, интересное решение при подборе сэмпла. Я не думаю, что это какая-то прям написная мелодия была такая. Но, блин, это качево. Ну, блин, я бы это в лайкнутое свое бы не добавил. Я бы это не смог просто вот так вот вперемешке поймать и прям послушать. Это, знаешь, у меня вайбы, это... Токийский дрифт. Токийский дрифт? Почему? Ну, такие вайбы, как будто под вот это наруливают. But I'm not even phased. Хуй знает, мне нравится. Но пока, мне кажется, это худший трек из 4. Блять, который- да. Вот, но это необычно, респект. Ну, JPEG Mafia, как обычно, удивляет, что сказать. Да. Ладно, следующий трек New Black History feat с Винсом Стейплсом. Это Посмотрим. интересно послушать, да. Да. I say what I do and I mean what I wanna do. These are my gangster chronicles. I'm the God MC. I'm the tried and true. Try me, dream in the ICU. Time to show and prove, I guess. Time to bust a new move, I guess. Согласен. Чё, блядь? А почему это не отдельный трек? The fuck? Во-первых, это, опять же, экспериментально, но мне не понравилось. Знаешь, что мне напоминает вот этот бас? Знаешь, микс Софи и Charlie XX 365. А, есть, да, такое есть. А в конце, почему это не отдельный трек? Я не знаю. Да, вот что он засэмплил? Я не знаю, он пернул в микрофон и засэмплил. Это может быть что угодно. В начале, вот включи начало трека. Это звучит как какой-то всратый мышап, я не знаю. Потом начинается такой немножечко перегруженная драм-партия с вот этим вот синтом. Это еще более-менее звучит. Но потом оно опять, типа, превращается в какой-то всратый мышап, и в конце... Это очень-очень странно. Так, наперед, следующий трек Don't Rely on Other Men. Он вышел до альбома, мне он не понравился. Опять же, послушаем. I had to get on my pop shit. I don't wanna start shit. These rappers is regular food. I put my bitch in compartment. She can take this shit the veteran way. The Kimber, the Glock, the miniature trick. I ain't going nowhere. I'm right in your face. Make a shorty give me hit till her neck in a break. Say that. Yeah.
Блять, это классно. Я Это взял был хороший что-то трек. назад. Во-первых, там гитара похожая на интро из Соло Гудмана. И здесь кик, вот этот I hate you when you dumb. Вот этот вот кик, он такой мягенький, но при этом он агрессивный, и он здесь очень хорошо звучит. Басок мне здесь нравится. Мне нравится, как он в конце этот сэмпл подиспользовал. Здесь драмка, она здесь на ваншотах, она не лупная. Она прям такая неплохая. Она прям начопельная, хорошо. Интересная работа со звуками у JPEG Mafia, это 100%. Да. Но вот эти вставки здесь в хуёвом качестве, они прям здесь в тему. Следующий трек Vulgar Display of Power. Shorty fucking rabbits now, says she need a low dough. I'ma take Klonopin and mix it with the no dose. Ну чё? То я могу на 100% сказать, так это у него интересные аутро к трекам, ко всем. Ну что, я здесь явно так прям проследил вайб Джоуи Уэллинса какого-нибудь 100%, но у него скорее, конечно, другие драмки и другой стиль, но тем не менее это все равно напоминает мне немножко его работы. В целом это очень даже неплохой такой типа а-ля рок-трек. Но а-ля, потому что это не совсем то, что как бы у меня первое приходит в голову под представлением рок-трека. Ну, какой-то альтернативный такой, наверное, рок-трек. Но, тем не менее, это было очень неплохо. Что ты думаешь? Мне не понравилось, мне кажется, слишком монотонно. Ладно, следующий трек Ex-Military. А? Ну, жди. Какой-то гуфяк сэмпл немножко. Abraham Raisi in the heli feeling foggy. Money, it made me feel like I'm target. Я себя немножко чувствую тем типом из Ржу-шоу, который, помнишь, за диджейской стойкой стоит, и у него сэмпл Нуждиков играет. Ой, блин. Ой, бля! Там свич, вы проебали свич. Say that shit. Хорошо. Energy cover the scars. I pledge allegiance, my hand over heart. I pledge allegiance, my. Easy now, waking up, easy now, waking up. I pledge allegiance to my niggas, my hoes, my bitches, and me. Every morning I get down on my knees for a God that I can't see. Every tweet it come with a cost. Every enemy pain him is soft. If you wanna see your man down. Bitch, I'm not just throwing paint at the wall. I don't do nothing but fall. I can't be sick. The lies don't stick. Narratives ain't fitting. Now they gotta pivot. The goalpost shifts. Run it. Ну нихуя себе. Флоу, во-первых, мне понравился очень. Ну, я не знаю, это просто пиздато. Это пиздец, как им нужно СДВГшникам быть, чтобы такое придумать, говори. Такой гуфиахный сэмпл так хорошо и уместно использовать в треке, но это надо реально хорошо прям делать, уметь музыку. Также вот эти переходики между партами в треках, это очень хорошо звучит. Он прям сделал что-то смешное, но при этом серьезное. Второй сэмпл мне понравился здесь больше всего. Он здесь очень уместно подошел и перетек из первого во второй прям очень уместно и очень хорошо это звучало. Но это летит в лайкнутые, и это звучало реально хорошо. Мне понравилось. Следующий трек у нас Джихад Джоу. Every time I get to sticking and I come around with that Kimber, I'm wearing a mask. These hoes feeling they DJ phase, they coming up short on piece of cash. Don't jam. You niggas know that I'm down with the sickness. Practice the quickness, fucking up band. Mask is a nigga like I'm taking itches. I went to lick shit, he gave me sand. Kimber, Kelton, Rockford, Draco. These are a few of my favorite bands. I'm still shady, but I'm not. Back in New York, back with the sword up, back with the dead.
Ну нихуя. М, Ну давай я начну. Это было, во-первых, угрожающе и устрашающе. Во-вторых, наверное, стоило это сказать, блядь, после первого трека. Но я не фанат рока вообще. Не знаю. Но имба. Мне нравится. Блять, это вот звучало как идеальный трек для перехода во вторую фазу альбома. Если сейчас сменится какой-то стиль здесь, если он сейчас сменится, то это идеальный был бы трек для перехода между вот этими стилями. Это прям звучало реально очень хорошо. Сначала это было по лайтове, а потом как он бум-бум-бум. Это прям хорошо было. Это прям подолбило. Не в лайк, но это разъебало. Это просто разъебаться. Но это не на постояночку вот так вот в миксе послушать. Но это было хорошо. Это прям было реально хорошо. Мне нравится то, что это не классический рок. Если Ну, такой альтернативный, да. этот альтернативный, и это микс рэпа и рока. Следующий трек JPEG Ultra, фит с Дензелом Карри. Дензел Карри общепризнанный крутой. Слушаем. You think you know? Out the trenches for you flabbergasted fat fucks. This your boy with it, and inside your girl with it. Feel me? Live out of your bitch body, like my nigga Wayne say. And you know, for Pete's sake, nigga, the boy, this how we gon' do it. Okay, so I gotta be rude. No matter which way you go, you'll still be a square like a Rubik's Cube. See, I'm trying, nigga, I am that dude. Me and JP going AP. Niggas be begging for shit to be different until they get it, then they treat it indifferent. People projecting they bullshit on you cause they dissatisfied with the life that they live in. Niggas net worth be like $17 while they begging for feet between shorties I've been with. I can sniff out you gotta leave with a lie, some fibbing. Friends acting like they don't wanna talk. Start begging for change, I don't know what it's giving. Niggas be trying to fuck on your bitch, nobody wants to hear. Походу свит сейчас будет. Look, on my knees for a God who can hear. I can't pray to no God I can fear. Oh, man. I think I should've ran me a coat. Quarterback that hole like I'm painting on coats. Fuck niggas yapping about me on they alt. But when I see you, it's degrees of assault. You say you see him, you catching the case. I know that time heals wounds, my time is money, and I can't Вот use time красиво. to safely pray for all of my enemies. They either dead or hating, literally faking. Lame ass. Бля, вот бы понимать, что они пиздят. Короче, что могу сказать? Я ожидал другую драмку. Я ожидал что-то более приближенное, не знаю, к гаражу, наверное. Вот, но в целом пиздато и так. Что я предполагал? Стиль сменился немножечко сейчас. Это трек, который обособлен от общего стиля альбома 100%. Да. Здесь в конце, просто вот после смены, опять же, после перехода в треке, здесь просто читка под сэмпл, и она хороша. Она прям реально хороша. Здесь прям так все, такая читенькая. Прям все, прям так четенько, все прям. Но Дензел Карри здесь как бы выдал базу, как обычно. Такие арабские такие скрипочки прям заиграли Да. там в моменте. Это было хорошо. Скрипки, Это это было в пиздец. тему пиздец. Да. И ты видел, как я на 5-й секунде, блядь, уже в лайкнутый добавил? Да, я типа не выкупил почему. Ну, в общем, мы перешли, походу, в более красивую часть альбома, я понял. Скорее всего, да. Надеюсь, Потому что да. на все это намекает. Все на это намекает. Следующий трек Either On or Off the Drugs. I've named this one JPEG. Anytime you meet her, she come through. Turn on the lights. I'm looking for her. I'm looking for her. AI? I'm looking for The her. flashing, I feel like an accident I'm never chose. Baby talking voice of passion, I feel like it's corny if you ain't on code. Niggas be on my dick for nothing, I be like, what happened to these niggas, bro? Like niggas be really going through, but there's a better way to let the people know. I'm looking Или я что-то путаю, или это нейрон? На сэмпле? Niggas be putting your boy in a Да. box, they be acting like cops, I can never be phony. turn on the lights. Some of you niggas be talking right out of the side of your neck, and I can't believe that to be gas in these little hoes. Some of you niggas be sitting around all day hating on niggas they never met. I just feel sad for you, little bro. Baby, you know when I'm wildin' out, I make a mess. I keep the candlelight lit, put my bitch in the vest. Ну, говори. это очень вайбово было. А почему ты решил, что это нейронка? Ну, я не знаю, мне так показалось, прям как будто голос такой чуть-чуть подкомпрессированный. Ну, типа, он всегда у нейронок такой, как будто. Короче, прикольно, это в лайк летит 100%. Это очень вайбовый такой трек ну, такой дефолтный, конечно, ничего здесь экспериментального и близко нет. Но сэмпл сам по себе мне очень здесь даже нравится. Да.
Потом смена BPM, она здесь прям такая сексуальная. И вот эти такие гитарки, вот эти... Прям вообще обалденно играют. Ну, короче, это Да. прям хороший трек. Это если в перемешечке попадется, это прям можно послушать. Следующий трек Loop It or Leave It. Yeah, I know I got scuffles ahead of me. When I speak in my mind, it's unsettling. I know liberal feelings, I game a chair. 5'9", knocking out hoes as tall as Angel Reese, I don't care. Hold on, read my sign, I know I ain't shit, let's not even go there. Heard you fucking my bitch, I fucked yours too, let's keep that shit square. Ебать! Кто ему рассказал про инструменты классические? Кто ему рассказал про то, что можно использовать классические сэмплы? Потому что здесь, то, как он их использует в этом альбоме в целом, блять, это очень вкусно, это очень хорошо. Может, это вообще живая запись, откуда мы знаем? Да, кстати, мне общем- интересно, он VST-шки использует или живые инструменты пишет? Именно, ну, скрипки там, вот это все. Мне кажется, это живые все-таки, это не похоже на Ну просто. да. Ну, типа, я думаю, он может себе позволить спокойно записать это. В общем, следующий трек Don't Put Anything on the Bible, feat. Buzzy Lee. Хуй знает, кто это. Я надеюсь, что это трек из трейлера. Да. Switch. Да. Fuck out the deep end, go get you a flow. Yes, there it is, some jokes. Like, friends they pass, and some opportunities never come back. If I don't know nothing, no one thing is set. Never react to the demographic with the swag of a cashier Я rating только or хотел shit. сказать, что скрипов не Talking to soul хватает. like when Да. we start running, we ain't finna look back. New niggas making it. Он из голоса саксофон сделал, что ли? Как будто через нейронку. Cover bass. Так. Давай. Здесь в первой части трека сразу же, ну вот этот вот парт Buzzy Lee прослеживается сразу же здесь элементы такого пения, как у солистки Калс или у Граймс, например, какое-нибудь прям такое нежное, хорошенькое. Или даже, возможно, как у Ланы Дел Рей, возможно. Но здесь инструментальная часть первой части, собственно, она прям такая, ну, мне напомнила, мне прям сразу, блин, Ланочка что-то похожее делала, как будто. Ну, короче, это было хорошо. Потом Switch, потом начинается уже рэп-партия JPEG Mafia, и вот только-только я вот думаю у себя в голове, то, что, блядь, вот ну не хватает немножечко вот этого вот инструмента, блядь. И все. И сразу же он появляется. Он как будто бы вот прям томил, потом в моменте бам! Что-то забыл я, надо добавить. Ну что, последний трек I Recovered From This. How time flies when you're having fun. Please stay. Be there when you low, bitch, you or somebody else. My actions got way too active, I don't want no more help. 1 hour a week that I'll never talk to. I got exes, I'm still fucking raw. I've been stuck in a car with a child locked, Какие же trying to break out, I пиздатые answer the скрипки. call. Can you hear it? Yes. Fuck. Alright, that's it. I'm done, I finally finished. If I was an NBA player. Во-первых, ебать. Во-вторых, блядь, скрипки просто прекрасные во всем альбоме. Он спокойней, чем Scaring the House, но он и красивей. Вот вторая часть особенно. А первая часть, она такая же экспериментальная, как Scaring the House. Ебейший проект. Пегги не пинал хуй. И у меня точно появилось вдохновение и референсы для моего материала. Сколько из 10 поставишь этому альбому? Ой, блядь. Слабые моменты есть, безусловно, поэтому, блядь, 9. Плотная 9. Ебать ты, конечно. Так, ну, как человек, который до этого плотно или, в принципе, каким-либо образом JPEG Mafia толком и не слушал, мне этот альбом понравился.
Здесь есть очень классные треки, которые я буду 100% переслушивать. Очень интересная работа с сэмплами. Интересный подбор драм-партий. Хотя они выглядят вполне стандартными, но они здесь вписываются прям хорошо. Дальше, работа с вокалом. Здесь проведена, ну, не прям чтобы какая-то супер сильная, но при этом это все звучит гармонично. Здесь, как уже Сева сказал, отличные скрипки, как мы уже реально вместе поняли. Хорошая работа с инструментами, с живыми. Что-то записано, скорее всего, наверное, не сэмплами. Это просто, мне кажется, такая обработка. Но, опять же, это мы не узнаем, мне кажется, вот так вот просто. В целом, альбом реально добротный. Послушать его стоит, как мне кажется, вот любителям подобного жанра 100%. И как нелюбителям оказалось тоже. Вот. И, ну, от меня этот альбом получает прям наитвердейшую, 100% семерку, твердую, прям хорошую. Потому что это было реально неплохо. Здесь есть, как Сева, в принципе, сказал, реально слабые моменты, но в целом, вот так вот в компоновке, в едином целом, если слушать это без пауз и без перерыв, это зайдет 100%. И, как мне кажется, именно так и нужно делать, если вот подобная работа именно это и как бы и задумывает, как мне кажется, поэтому так и нужно делать. Вот. Но здесь можно что-то, конечно, полайкать и потом слушать просто вперемешке 100%. Здесь есть такие треки, которые этого вполне заслуживают. Но, как мне кажется, задумка здесь была такая, чтобы это прослушать все единым целым. Мне интересно, у Scaring the House после релиза вышла такая документалка, где ну, были просто нарезка того, как этот альбом делался. Они писали это все в ебучих условиях. То есть Scaring the House был записан в ебучих условиях. Этот альбом буквально звучит как щитпост. Мне интересно посмотреть, как у этого альбома выглядел процесс записи. Вот. Потому что намного грандиознее все это звучит. Гораздо более high production. High budget. По клипам это уже было понятно месяц назад. В общем, всем спасибо за просмотр нашей прекраснейшей реакции. Всем пука. До свидания. Всё.